Всем привет! Вы на канале Michelin Custom, и сегодня мы рассмотрим модели взрослых щитков Michelin. Сразу перейдем к нашему сайту в раздел «Конструктор заказа», и первое, с чем вы столкнетесь, это выбор модели щитков. У нас представлены два варианта профиля, это R-образный и Z-образный. В конструкторе под выбором модели находится ссылка на картинку, которая наглядно демонстрирует оба варианта. R-образный вариант имеет классический округлый профиль. Изгиб щитка идет по всей длине, в отличие от Z-образного варианта, где наблюдаются точные границы изгиба в области колена. У Z-профиля верхняя часть щитка прямая, что позволяет более точно контролировать отскок во время игры. А вот наглядный пример данных щитков в работе нашего коллеги по вратарскому цеху и по совместительству нашего заказчика. Возвращаемся в конструктор заказа к разделу «Коленная зона». На фронтальную часть можно добавить коленные валики. В наше время они не несут в себе технической функции, а имеют исключительно декоративный характер. Вот так будет выглядеть фронтальная зона без коленных валиков. Перейдем к креплениям щитков. Перед вами стандартный вариант или по-другому базовый. Он включает в себя коленную резинку, две петли для крепления коленной стропы, Y-образную систему резинок, петля для крепления под конек. Все это стоит по умолчанию при выборе варианта крепления. Но на ваше усмотрение можно поменять стропы на кожаные ремни, стропы с защелками или добавить их в другие точки. Также можно выбрать вариант открытого колена. Их отличие именно в коленной зоне сейчас продемонстрирую. При стандартном колене боковой щиток уже изначально является частью конструкции. У открытого же колена этот щиток съемный и крепится за счет шнура. Центральная зона пришита к спинке щитка и выполняется из кларина. Коленный блок также шнуруется отдельно и имеет углубление для колена и липучки от резинки. Вторая петля в колене при стандартном варианте расположена чуть ниже коленной, а при открытом варианте нижняя петля располагается значительно ниже коленной, так как щиток крепится по косой системе. Но мы предусмотрели, что возможно появится потребность скрепить щиток классическим способом, и тогда можно будет вернуть съемный щиток на место. В конструкторе также можно выбрать вариант внутренней части колена, мягкую для большего охвата ноги, или же жесткую для скольжения колена. На ваше усмотрение мы можем изменить толщину коленного блока. А в голень можно дополнительно заказать вот такую подушку для регулирования объема канала для ноги. Также по многочисленным просьбам мы добавили выбор крепления низа щитка. Петлю можно расположить классическим способом или же под петлю Лунквиста. Что касается расцветки, здесь все точно так же, как на блоке или ловушке. Каждая зона имеет возможность выбора цвета. Более подробно можно посмотреть в видео, перейдя по ссылке. Это было видео про щитки. Пишите свои вопросы и пожелания в комментарии, подписывайтесь и ставьте лайк.